Приветствую вас, мои дорогие, самые светлые, самые тонкие девушки, которые заходят на мой канал. Сегодня почему-то спешила к вам как на свидание. Такое ощущение, вы знаете, вот я не знаю, сегодня вот говорю вам, что идет из потока. Вот, прям вот такое ощущение, что по вам соскучилась, и как будто бы вы меня ждете, и я жду. И сейчас вам все расскажу, в общем, что произошло перед этим раскладом. Расклад у нас сегодня будет на тему, которая мне пришла из потока. Мы говорим сегодня о вашей бывшей любовной истории, о вашем бывшем. У кого-то это бывший муж, у кого-то бывшая влюбленность, какая-то бывшая история, которая или вернется, я не знаю, или какой-то еще есть след в вашей жизни. Ну, в общем, это не прошло просто так, и до сих пор в вашей жизни имеет какое-то значение, аукается. В общем, идет такое из потока. Во-первых, я сегодня вообще совершенно не планировала скат. Если я запыхавшаяся совершенно в таком, знаете, в спортивном таком виде, потому что другие были немножко планы, но я еду, мне, значит, вдруг из-за поворота, я, ну, как бы думала, сейчас машина выедет, а там приподнимается и просто выпрыгивает на меня корова, вы понимаете, да? Такое бывает, ну, как бы, не знаю, раз в десятилетку. Потом вставляю этот микрофон, он выпадает в телефон. То есть какой-то это. Причем телефон выпал, потому что я хотела для вас цветочек собрать желтый. Тоже мы посмотрим. Да? Вторая чакра. Что бы нам это сегодня все означало? Будем разбирать. В общем, огромный такой сумбурный поток, потому что вы меня, знаете, вот как вы меня пригласили на быть третьим лишним каким-то, знаете, вот быть человеком, который рассудит. Я не знаю, что там сегодня будет за поток. Информация идет интересная, давайте разбирать. Сегодня будем смотреть. Я знаю, что не все в комментариях любят эту историю мои про варианты, но здесь, понимаете, я еще раз хочу повторить, мои расклады, мои потоки, варианты достаточно условно. Это практически всегда одна история с разными гранями, с разными какими-то, знаете, допустим, тогда было одно, сейчас другое. То есть это очень многогранная история, и часто один вариант полностью ваш, а во втором вы берете для себя что-то важное, как из булочки изюминки, да, выбираете, самое вкусненькое. Поэтому сегодня будет расклад такой очень необычный, такого я еще, мне кажется, на этом канале не делала. Давайте смотреть, что там у вас за бывшая история, единички. Первый вариант, первая грань это вашего прошлого. Давайте смотреть, что же там такое было. Вот. Поэтому прошу прощения за сумбурное состояние, потому что сегодня не было в планах расклада, но так все сложилось. И вы посмотрите, как затянуло небо. Затянуло небо, такого тоже давненько не было. И сразу же, вот знаете, как-то я из потока такой холод пришел. То есть вроде бы так жарко было, потом такой холодный ветер подул. Знаете, вот как будто бы вот ваш бывший для единичек, это, знаете, такой холодный ветер в вашей судьбе. Однозначно, тройка жезлов, понимаете? Вот эта история, которая была у вас в прошлом с этим мужчиной, она бесследно не прошла. И вы до сих пор ее вспоминаете. И сейчас, какой бы вы путь ни выбрали, что бы у вас ни начиналось в жизни, у вас, знаете, вы или об этом вспоминаете, или оно вам аукается, или вам все этого человека напоминает. Вы как будто бы не можете себя отделить от этого. То есть вы вроде бы уже как бы далеко, ситуация далеко в прошлом, но она все время вас как будто бы тянет назад, понимаете, вот какими-то корнями, какими-то напоминаниями, какие-то хвосты, короче говоря, остались однозначно там. Азан. Скажите мне, пожалуйста, я же говорю, сегодня какой-то будет расклад из серии моих магических раскладов. Когда-нибудь был азан у нас на раскладе? По-моему, не было. Пока азан будет, я просто помешаю хорошо колоду. Но, видите, карты не хотят, чтобы я останавливалась. Потому что я сказала, что хвост идет. Не могу перебивать азан. Если вы хотите, послушайте, вы наслаждаетесь птичками, посмотрите на эту красивую карту. Закончился. Нет, продолжается. Для вас. Что-то сегодня происходит невероятное. Понимаете, отголоски прошлого. Хвосты. Там есть вещи, которые мы сегодня будем разбирать, которые у вас остались из прошлого, к вам идут. Сегодня, знаете, будет расклад больше для тех, кто поймет не про много разговоров, про чувствование, про чтение между строк, про то, чтобы увидеть то, что скрыто. Вы представляете?
Вы слышите, азан? А, вы, наверное, не слышите, потому что микрофон. Вы, наверное, не слышите, потому что микрофон. Надо продолжить расклад. Ладно, будем продолжать. Дальше поехали, мои хорошие. В общем, там, понимаете, там есть какой-то хвост. Там есть какой-то хвост. И вы ностальгируете, вы смотрите в это прошлое назад. У вас есть там какие-то воспоминания. То есть что-то вас... ну, вы, возможно, знаете, из-за каких-то травм вы видите то, что было тогда, немножечко как-то будто бы позитивно. То есть вы вспоминаете какие-то хорошие моменты. Вы знаете, как будто бы не хотите смотреть на то, что было плохое или тяжелое. Вы хотите смотреть только на светлые, какие-то темные воспоминания, да, и как будто бы вот, знаете, вот бывают такие отношения, когда они были непростыми, но они были очень яркими. Они, возможно, были в какой-то очень важный, интересный момент вашей судьбы. Они открывали вам какие-то дороги. Понимаете, именно поэтому вы не можете это забыть. Вот я поняла, потому что это было каким-то очень ярким. Это было каким-то очень судьбоносным, ярким событием в вашей жизни, которое даже, возможно, открывало вам какие-то дороги, пути, новые ощущения от жизни, новые ощущения от происходящего. Тяжело очень под азан делать расклад, я вам хочу сказать. Потому что, ну, вы знаете, что в Турции даже люди музыку выключают, когда азан, да, если едут в машине, а уж там что, я не знаю, поставить на паузу. Я первый раз такое у меня на раскладе. Это для вас, это что-то для вас значит, понимаете? Потому что ваша жизнь становится, понимаете, вот когда я говорила про хвост, ваша жизнь стоит на паузе. Возможно, вы не встречаете своего будущего мужчину из-за того, что, возможно, просто вы не слышите, насколько громкий азан через микрофон. Только когда я буду монтировать, я это увижу. Понимаете, но вы не можете выйти, понимаете, из этого замкнутого круга, из-за того, как бы, барьера, который за вами. То есть у вас перекрыты пути, потому что у вас там что-то тянет эти хвосты назад. Вы думаете, что ну вот там так было, там так было. Вот видите, азан, отголоски где-то там за спиной идет, и невозможно сфокусироваться, невозможно двигаться вперед. Вот прям абсолютно вовремя, знаете, это пришло. Вот я не могу сфокусироваться. Я не знаю, вы слышите азан или нет? Он очень громко мечеть прям позади меня, кажется, там в низине. Так вот, понимаете, и вы сложа руки вы сидите. Вы не можете ни новые отношения начать, ни двинуться вперед толком, потому что у вас вот это воспоминание о том, как это было страстно, классно, я смотрю, вот у вас какие-то, знаете, по страстям это было, и вам это причинило очень много боли, и от того вы, знаете, еще больше об этом думаете. Но на самом деле в этом, понимаете, в этой ситуации для вас огромная разгадка. И вот сегодня желтый цветок, да, тоже пришел, мне захотелось именно здесь стать, потому что это было для вас действительно очень наслаждающим те отношения. Они были, возможно, очень сексуальные те отношения. Вы себя чувствовали сексуальной, в этих отношениях была сексуальность, возможно, был очень сильный магнетизм. Но понимаете, ну вот как ни крути, все равно одни и те же карты выходят, видите? Четверка пентаклей. Хотя вы сейчас уже давно это все оставили позади, но из-за того, что тогда вы не проработали до конца, не распрощались совсем, у вас остались незакрытые вопросики с этим человеком, с этой ситуацией, вы ее до конца не поняли. Сколько уже? 8 минут видео, 9 минут видео, до сих пор азан. Потому что сегодня суббота. Да уж. Вот видите, невозможно. Вот я не могу вести расклад, я не знаю, слышите вы азан или нет, потому что это настолько затмевает просто всю тебя, ты не можешь сконцентрироваться. О, все, закончился. Вы не можете думать, вы не можете двигаться вперед, потому что это занимает все ваше пространство. Вот этот мужчина, воспоминания о прошлом, как это все было классно. Я повторяюсь по кругу, потому что вы сейчас перебираете тоже воспоминания, пока, видите, вот это все происходило. Но нам говорят, видите, нам карты подсказывают, что вам пришло время. Не зря сейчас этот расклад сегодня, потому что я же говорю, что я спешила на этот расклад сегодня как на свидание, как будто вы мне вот назначили встречу, и вот нам нужно об этом поговорить, знаете, вот и я как судья такой, знаете, вот именно через карты Таро, через поток, то есть я должна как будто бы рассудить то, что между вами произошло.
как будто бы разобрать это. И вам, как отшельнику, посмотрите, как классно сегодня резонирует эта карта с пейзажем, да, здесь вот, понимаете, вот у вас вокруг уже начинает жизнь вам готовить совершенно новые сценарии, новые течения, но вы из-за того, что вы как бы постоянно мыслями там, вы постоянно думаете, что, ну, может быть, он вернется, а может быть, он лучший, ну, как же так получилось? У каждого свое, расклад общий, но сам факт, что вы постоянно мыслями возвращаетесь в прошлое, и вы не можете двинуться, там мне и смерть выходит, и влюбленные, и мир выходит. В общем, вы действительно должны эту ситуацию, знаете, вот там показывают, похоронить, потому что этот хвост, ну, дьявол выходит, да, это на самом деле ситуация, в ней нету ничего хорошего. В тех воспоминаниях нужно, знаете, на них посмотреть, как на классно, что было, я все поняла, и меня это привлекало, потому что то-то, то-то, то-то. Я смотрю, что у многих, опять же, это сильно привлекало, потому что вы себя чувствовали очень страстной, очень горячей, или у вас отношения были страстные, или мужчина очень страстный был, да. Но, как известно, такие, знаете, очень страстные отношения, это зачастую есть продолжение очень травмирующих историй, понимаете? Они начинаются очень ярко, красочно и незабываемо, но потом начинают вскрываться очень неприятные вещи. Возможно, у вас именно так и было. Ну, давайте все смотреть. Азан закончился, я могу сфокусироваться уже прямо на этой, видите? Ну вот, все, видите, вы сейчас, видимо, тоже что-то там повспоминали, пока это все происходило. Потому что вам, посмотрите на эту гамму, потому что вам нужно выйти в абсолютно осознанную, понимаете, взрослую позицию, обурить, как бы взять под контроль все эмоции, страсти, которые у вас есть на эту тему. И знаете, вот уже по-взрослому. То есть у вас прошло время, и вам нужно уже со стороны это посмотреть. С момента, как бы, знаете, такой уже взрослой позиции, сильной позиции, посмотреть на то, что было тогда и сейчас. И вы должны примерить по факту. Вот мне идет, что вы по факту должны просто вот, если вы так трезво посмотрите, вы думаете, так, вот белое-белое, черное-белое, мне это вообще подходит. И вы так со стороны можете посмотреть, и как будто вы меня позвали сейчас на этот расклад, чтобы я вам через поток сказала, что ты пойми, это вообще не для тебя. Ну, то есть это, а что тебе там вообще нравилось? А что там было классного? Понимаете? Вот чтобы вы вот в эту позицию, понимаете, король жезлов в женской позиции, понимаете? То есть вы должны понять, что в той ситуации, на самом деле, она была очень классной, временным, классным, возможно, дающим вам очень много интересных событий в жизни ситуация. И вам пришло время понять, что вы выше этой ситуации, что вы уже все поняли, и вы не готовы сидеть в позиции сожаления, а тогда было, ну такого больше не будет, ну что ж, ну я там, наверное, упустила свой шанс, вот еще у вас такая еще приходит вниз потока, да, а нам показывают, что ничего вы не упустили, наоборот, вы пройдя тот опыт, ту ситуацию, вы стали, ну просто, ну вот посмотрите, ну вот что может быть лучше вот этих вот карт, ну вот посмотрите, что? Может быть, лучше поставлю на заставку этого видео. Это карта сила и король жезлов. Понимаете, вы можете сейчас закрыть эту историю и двинуться вперед. Понимаете? И все, и у вас начнется совершенно другая жизнь. Потому что вы так понимаете, когда вы об этом человеке все время думаете. Вот я смотрю, понимаете, вы все время думаете, вы по кругу ходите, вспоминаете того человека, те ситуации. Тройка кубков, понимаете? То есть и вы себя этим развлекаете, я смотрю, вы подпитываете эту ситуацию. Но понимаете, это не дает вам двинуться вперед, как нам уже показали. Да, не дает. То есть вы сидите, видите, как болванчик. Вот, и вы не можете толком вообще увидеть что-то даже, каких-то других мужчин, каких-то других возможностей. Потому что вы вот, знаете, вот мне такое ощущение идет, что будто бы, это, знаете, шляпа. Вот не зря шляпа выходит, и я не могла образ найти правильный. Вот это была шляпа, понимаете, вот шляпа. Вы думали, это одно, и вы до сих пор думаете, что это так. Но на самом деле это была шляпа, понимаете? И сейчас, когда я вам говорю об этом, вы начинаете думать, а действительно, это была какая-то шляпа. Ну, в смысле шляпа, в том смысле, что это было что-то пустое, как это, ну, вы поняли, да, аллегорию, шляпа мне идет. Какое-то обдурачивание, ну, то есть это на дурачка было, да, то есть
какая я была дурочка, да, что я вообще на такое могла повестись, там, что я вообще в этом увидела какую-то перспективу, или я думала, что это для меня. Ну вот что такое идет, девочки? Я не знаю, пишите в комментариях, что там у вас была за история, что там у вас за бывший было, что там за такая история, которая вас все время справедливость выходит. И 7 кубков еще. Опять король жезлов выходит. Знаете, идет такой момент, что как будто бы вы так про себя думаете, вам кажется, что вы в той ситуации с той бывшим как будто бы проиграли. И вы как бы хотите про себя мысленно, ну давай типа вернись ко мне, или давай как-то вот еще. Вы хотите выйти победителем. У вас, вот, наконец-то я поняла, у вас такое ощущение, что вы вышли из той ситуации как бы проигравшей, что вы как бы не победили эту ситуацию. То есть у вас была как бы какая-то история любви, и вы должны были в ней победить, она должна была у вас получиться, и вы жили долго и счастливо, понимаете? Но на самом деле там штука в том, что это была шляпа. Я не знаю. Это просто сегодня какой-то расклад из серии опять этих мистические моменты, понимаете? На колоде мистические моменты мы смотрим. То есть вам поток сегодня карты показывают, что вам нужно, конечно, вы видите, вот понять, что это была вообще не гармоничная история. А вы женщина другого порядка, вы достойны совершенно других отношений, гармоничных, счастливых, вот чтобы все было классно, понимаете? Вот вы поймите, что это была какая-то шляпа на самом деле. Это было что-то пустое, это было что-то не для вас. Но вы в этом увидели из-за каких-то своих травм, из-за каких-то своих стереотипов, вот что-то вас там зацепило, понимаете? У кого-то был там бурный секс, у кого-то вы подумали, боже, какой классный мужчина, или знаете, вот вы какой-то кусочек от него внимания получили, а потом он пропал. Что-то такое, разные у всех вариаций. Если вы хотите, придите ко мне на личную консультацию. Я вам за полчаса, за час разберу все, разложу все по полочкам, подсвечу все, расскажу про все, что происходит, понимаете? Вам давно пришло время вообще жить совершенно новую жизнь, понимаете? У вас куча возможностей сейчас, куча вариантов мужчин, куча каких-то вообще вариантов дел. Но вы как болванчик, вот это вот одно все время как по кругу, как будто такие образы идут, слова. Это же с потока слова идут какие-то, да? То есть почему такой идет вот образ, что одно и то же, одно и то же. Может быть, вы каждый день об этом думаете, может быть, вы как будто бы зациклились. Вот у вас какая-то зацикленность уже, вы даже не можете не думать об этом. И все время вам это возвращается, все время вам в мыслях это возвращается, понимаете? Да, очень интересно. Давайте спросим у карты, что же тогда вам делать. Понимаете, вам нужно жить жизнь, вам нужно наслаждаться. У вас такая классная жизнь, вообще сама такая классная, но вы привыкли вот это пострадать там по кому-то вам нужно, понимаете? Найдите ничем пострадать, найдите чем себя развлечь, найдите, как по-другому получать удовольствие. Не наяривая на прошлое, понимаете, не думая, а постоянно каких-то там, ой, а что ж там было, а как там это. Живите не прошлым, живите настоящим, понимаете, живите будущим. Вот настоящим надо жить, вот нам показывают. Абсолютно, понимаете, вам нужно жить настоящим и будущим. А вы постоянно вот это находите, понимаете, такая яркая, классная жизнь вокруг. 4 у нас там, да, 4 кубков. У вас есть такие классные возможности, у вас есть возможность жить действительно по-другому. Но вы сами себе закрываете, в общем-то, и сажаете себя, вот знаете, как в стакан. Вот этот стаканчик на себя ставите такой, знаете, вот как вот муху словили стаканом, и все, и она там бьется. Вот такое вот у вас состояние. Поэтому, девочки, видите, нам показывают сегодня поток. Первых вариантов, вот это азан был, который, это что-то вообще, это было для всех, я тайм-код поставлю. Не знаю, был он слышен или нет, я узнаю это только на монтаже. Ну что, девочки, я думаю, с вами разобрались, понимаете, у вас абсолютно стабильное, счастливое, классное состояние. И сейчас, и впереди. И вы это прекрасно знаете. Вот перестаньте на это медитировать, вы поняли, да, какое слово я хотела сказать? Вот. С чего мы начали, понимаете, с тем и закончили, понимаете? У вас нос зачесался. У вас еще деньги есть, понимаете? У вас есть куча сейчас возможностей. Вам нужно и деньги зарабатывать сейчас. Понимаете, когда высвободите эту энергию оттуда, и деньги, и реализация, и новые отношения, и все, понимаете, все попрет. Тут куча идей будет, куча каких-то возможностей. Если вы не будете понимаете, эти хвосты туда бросать и постоянно вспоминать прошлое. Вот. Введите в привычку смотреть настоящее. И верить в будущее.
Вот. Ну что, второй вариант двоечки с вами будет, наверное, немножко покороче, потому что, видите, мы на практически 10 минут застряли на этом, на этих, на Азане, на такой вот прострации, которую вы меня вогнали в прострацию, наш расклад сегодня. Ну что, девочки, давайте смотреть второй вариант, что там забывшие и так далее, где выходит девятка пентаклей. Ну, у вас были какие-то отношения, была какая-то любовная история, были какие-то отношения с мужчиной, вы себя чувствовали желанной, дождь пошел вдруг, кто бы мог подумать. В середине лета у нас дожди только в феврале. Что вообще происходит сегодня? Я же говорю, что-то. Вот тут такой момент, что вы сейчас, вам кажется, что вот золотое время, классное время, изобильное время, когда вас баловали, когда все было классно, когда мужчины кружили вокруг вас, вам кажется, что такое позади, понимаете? Вам кажется, что ваше время прошло, и сейчас вы, знаете, у вас только носочки осталось вязать, вот это расклады смотреть, может быть, жизни реальной уже нету, сериалы, какие-то вот идут фильмы, книги читать, что-то вязать, это все прекрасно. Но нам показывают, понимаете, вот мне сразу пришло, что, понимаете, у вас на самом деле еще такая силища внутри, то есть вы еще столько можете делать, реализовывать, быть настолько, знаете, вот полезной этому миру и чувствовать себя, скажем так, востребованной, чувствовать себя на коне, чувствовать себя, ну, как бы, знаете, вот на острие жизни, вот, что все прям бьет ключом, все классно, и вот прям куча у вас возможностей, у вас это, понимаете, все есть. Но вот там какая-то была бывшая история, которая как будто бы вас обесценила. Вот наконец-то слово я поймала. Обесценила вас эта ситуация, понимаете? Она вас обесценила, маг. Абсолютно. Вот я прям, вот просто в точку попала я этим словом, понимаете? Вы вышли из этих отношений, вы понимаете, вы, по сути, вы очень сильная женщина, понимаете? Вы очень сильная женщина. У вас, вы посмотрите, о боже, я поставлю это, вот это будет, извините меня, единички, но именно это будет на обложке. Вы посмотрите на этот цветок, понимаете, вот я не могу понять, почему у меня представляете, микрофон вырвался из машины. И я думала, за цветком идти, я уже все подключила, я должна вставать, выходить из машины. И я таки уронила микрофон за борт, пришлось выходить, поднимать, искать этот микрофон и таки сорвать этот цветочек. Представляете, вот как сложилась сегодня синхронистичность на этом раскладе. И вы посмотрите, вот это вот, понимаете, вот ваше вы и то, что сделали ваши отношения с вами. Вы женщина очень тонкая, чувствующая, энергичная, интеллектуальная. У вас очень большие по роду по женской линии. Именно и уроки, и непростая судьба, и поэтому и очень много силы. Так вот, у вас такой нюанс, понимаете, что когда вы в эти отношения вошли, вот так вот, да, вы когда в эти отношения вошли, вы этому человеку столько отдали, вы отдали столько этим отношениям, и но этого не оценили, вас обесценили то, что вы вкладывали, обесценили вас. Это, вы знаете, вот как бисер перед свиньями, вот это разбросали, и человек столько от вас взял, у вас столько было надежд, я смотрю, столько было надежд, столько было веры, вы были такая счастливая, но вышли вы из этих отношений, понимаете? Вот это вот с одной тросточкой опираясь, понимаете, настолько вы вышли из этих отношений уставшая, настолько это вас, как сказать, подкосило, забрало вашу жизненную силу, и вы, на самом деле, вы такая классная, вы такая, знаете, вот вы можете вокруг себя собирать круги людей, вы можете создавать классные продукты, любые, там какие-то материальные, диджитал, что угодно. Ну, то есть вы можете вот что-то вязать, мне пришло, да, вот почему-то. То есть вы можете что-то делать там, может быть, книгу писать, посты писать, может быть, вязать какие-то кофточки. Почему-то вязание все время сегодня приходит. Может быть, это напишите, кто там сегодня, кто любит вязать или что-то такое делать руками. Вот, какие-то рукоделия, что-то, понимаете, может быть, какие-то бусики, я не знаю. Может быть, вот вы любите букеты, цветы, поэтому сегодня я собрала. Извините, карты очень скользкие, большие. Вот, сейчас я их вам покажу. Вы можете себе заскринить, потому что вот это вот абсолютно, понимаете, вот ваше состояние,
мутное, грязное. Вы до сих пор не можете очиститься от тех отношений, которые были. То есть человек настолько наследил, так нехорошо с вами обошелся, понимаете? Так нехорошо с вами обошелся, потому что вы уникальная женщина, понимаете? Таких единицы. А с вами обращались как со всеми, понимаете? Вот как со всеми с вами обращались. С вами, понимаете, вот цветок, видите? Вот вы цветок особенный, а с вами обращались как с каким-то полевым цветком, а вы, может быть, какой-то там экзотический цветок, понимаете? А вас вот это оборвали, выкинули и все. И вот вы теперь собираете себя по кусочкам. Но вы соберете, вы можете себя собрать. Просто эта ситуация была для того, чтобы вы больше не позволяли ни своему человеку, ни тем обстоятельствам, ни такому обращению быть в вашей жизни, понимаете? Вот это была очень непростая ситуация. И я вот смотрю, что вы не так, как первый вариант, да, то есть, может быть, вы загадали сегодня 2 мужчин или 2 истории. Так вот, во втором варианте вы оглядываетесь не на ту историю, вы оглядываетесь на ту боль, потому что то, какая вы сейчас и что с вами сейчас происходит, это как сказать, последствия того, что происходило. То есть вы бы туда точно не хотели вернуться. Это не та история, которую вы грезите, думаете, как нет. Вы думаете, Господи, спасибо, что это все кончилось, что я могу идти дальше, понимаете? Вы смотрите ту картинку, вы можете даже узнать в ней, вот понимаете, по образам, по цветам свои чувства, потому что, видите, вот она в шляпе, вы леди. Я же говорю, что вы очень уникальная, удивительная женщина. Вы настолько эксклюзивная, вот мне идет слово эксклюзивная, понимаете? Вас должны были тритать, с вами должны были обращаться, ценить вас, мир к вашим ногам, понимаете, вот наполнять вас как вот чашу, понимаете, одаривать вас. И даже, может быть, вы надеялись, что так и будет, и вы верили, вам такое, может быть, обещали, а на деле все оказалось, понимаете. На деле оказалось, что вы, как сказать, вы очень много ожидали этих отношений, понимаете, очень у вас много было веры, что вот вы будете такой, знаете, женщиной изобильной в этих отношениях, любимой, что все будет классно, понимаете, вы так это хотели, но, понимаете, вас мужчина не то что обесценил, он вас просто растоптал, понимаете. Он растоптал не потому, что вы какая-то не такая, а потому что он не умеет обращаться с такими, как вы, потому что у него самого, понимаете, дыры в сердце. И вот эту сердцу, понимаете, а вам невозможно сделать дыру в сердце. Да, вы, может быть, побились, вы, может быть, покоцались, как говорится, вы, может быть, вам стало тяжело, у вас, может быть, какой-то такой период до сих пор тяжело восстановления. Мы же почему и делаем это рассказывать, потому что до сих пор у вас, понимаете, эта бывшая история вам резонирует. Но вы свое сердце воссоздадите как букет, понимаете? 5 мечей. Очень, ну это, вы знаете, это очень-очень-очень-очень тяжелая карта, она очень болезненная, то есть это было очень больно. То, что вы с ним пережили, и самое главное, что вы пережили после, потому что когда отношения закончились, вы вспоминали не то, как это было классно, а как вам было больно. Вот, и как несправедливо. Вот, несправедливо, потому что это было обесценивание вас, ваших хороших, то есть у вас как будто, вы знаете, вот мне идет, что вы как будто бы такая чистая, такая светлая. И вот зашли, и вот опять, видите, перемешала и потоптались, потому что не договорила про мужчину, понимаете? Мужчина, вот мне почему-то идет, как будто вот не зря вот эта карта мне вернулась, потому что я про него должна сказать. Понимаете, у вас была, вы в человека верили, чем больше нужно, чем как бы не столько, в него нужно было не верить столько, сколько вы верили. Вы давали ему слишком много кредитов. Он такая, знаете, вот черная лошадка, тень вашего желаемого мужчины, вашего образа. То есть вы в него вложили своими надеждами, своими верами, своими желаниями гораздо больше, чем в нее есть, понимаете? То есть вы этот образ сами нарисовали, создали, но на самом деле там пустота. Это совершенно, как бы, понимаете, человек вообще не то, что вы думали. Поэтому вы до сих пор об этом думаете, потому что, во-первых, у вас есть такой вы думаете сами о себе, ну как я могла, вот вы смотрите назад, немножко ностальгируете на свою площадь и думаете, вот вы, с одной стороны, как потерянное время, какие-то, вы знаете, такие сомнения, какие-то такие состояния. С одной стороны, вы, да, так думаете, но с другой стороны, вы думаете, что, ну как, вот понимаете, у вас такая мысль, а как вообще с такой я могла допустить? Как вообще со мной такое могло произойти? Вот давайте посмотрим. Ага, видите, колесо фортуны сразу же. Как с вами такое могло произойти? Кармическая ситуация, по судьбе это, понимаете? Вот вам нужно было это пройти, чтобы, видите, вы именно после этой ситуации, если вы сейчас поймете, вы поняли свою ценность, чего вы хотите, как с вами можно обращаться мужчинам, и каким мужчинам вообще даже к вам близко не надо подходить, понимаете?
Я теперь поняла, почему это расклад. Почему-то все время нос чешется. Я не знаю, что там у вас сейчас. Может быть, у вас цветение, аллергия. Бокальчик, может быть, хотите сегодня принять с горя на этом от этого расклада. Кто там, кто там любит выпить на этой неделе? Кто-то пил, нос чешется так, что просто. Я не знаю, да у меня такого несколько лет не было, чтобы нос так зачесался. Я не знаю, что там вы сегодня по этому делу. Девчонки, пишите в комментариях, не знаю. Ну, и к деньгам, понимаете, и кто-то сегодня решил это. У кого что? Кто-то решил это с этого, раз это не везет мне в картах, повезет в любви, или как там, да, там, не везет мне в любви, повезет, ну, в общем, вот вы поняли, да, то есть вы решили, что, ну, в любви не получается, сейчас пойдем что-нибудь другое, сейчас пойдем развлечемся, деньги потратим, сейчас куда-нибудь выпьем, выйдем на просеку, что-нибудь такое вы там себе придумаете. Ну да, я же говорю, что сейчас вы послушаете этот расклад и скажете: Ева, опять нож чешется, я не знаю, девочки, что там вы, ну, наливайте, да, наливайте. Что там печалится? Вот смотрите, какой цветок у вас тоже опять это. Ева, ты права, что там действительно, что я там вот это думаю об этом? Я уже все поняла, я прекрасна, я замечательна, я иду вперед. Нет, это вообще не тот человек. Я себя все восстановила, я себя починила, я классная, я буду счастлива. Ни минуты больше об этом человеке думать я не буду. Вы такая принципиально скажете: все. Вот что-то такое сегодня. Или вы сейчас, смотря на это, вы сейчас захотите так сделать, или у вас через какое-то время на самом деле это состояние придет, потому что вы поймете, ну сколько можно постоянно крутить это в голове, постоянно страдать из-за этого, постоянно испытывать переживания, стресс, постоянно, как бы, знаете, вот это вот... видеть это, знаете, и центром своей жизни, постоянно вспоминать об этом, думать, ну, несправедливость, как же со мной так поступили. Поступили, была такая судьба, понимаете, и вы вот подумаете, и выйдете из этого подвешенного состояния, больше не будете, понимаете, боже, какие сегодня, как сегодня карты, вот с пейзажем, как не возьму колоду, вот каждая колода каждый раз под свое, понимаете, вот этот холм, посмотрите, как классно все эти цветы желтые сегодня, потому что у нас были розовые, да, цветы на раскладе про лето. Я уже не знаю, какой расклад, потому что иногда я чувствую в потоке, меняю днями. Вот. Так, ну что? Что? Ну, я же говорю, сегодня вы сейчас посмотрите расклад. Этот совет карта для всех. Вы сейчас вот посмотрели этот расклад. Вы такие сразу же подумали: Ева, я поняла. Этот как бы... подсказка принята, совет принят. Спасибо, Вселенная, спасибо картам мистические моменты, да? Спасибо картам мистические моменты. Гори оно огнем и синим пламенем. Пойду я сейчас, у меня своих желаний, понимаете? Просто масса у вас желаний, там чашка золотая рыбка. Вы сейчас вспомните, чего вы достойны. Вы там себе сейчас найдете классное времяпрепровождение, тройка кубков. Вы себе найдете сейчас компанию, и вы будете наслаждаться, понимаете? Вы сейчас поймете, что действительно, а что я вообще? Вы прям усилием воли сейчас себе скажете: все, я об этом не думаю, я выбираю радоваться, понимаете? Мне не нужны никакие бывшие. Зачем мне вообще возвращаться в прошлое, если я могу жить сейчас? Я могу жить сейчас и смотреть вперед. Зачем смотреть назад? Что там выпрыгивает, понимаете? Зачем, вот понимаете, зачем опять вот как рыцарь Пентаклей? Зачем вот это вот, понимаете, как сказать, искать какие-то, знаете, возможности в том, что уже ушло? Нужно смотреть вперед, искать возможности в том, что впереди. Понимаете, вот вперед идти, двигаться вперед. Такой вам совет. Понимаете? Потому что если вы не будете двигаться вперед, то вы будете вот это вот история кончилась, а вы до сих пор в ней живете, понимаете? Причем это касается даже кто-то, кто смотрит сейчас расклад, мне почему-то пришло, вы даже, может быть сейчас в отношениях, что удивительно. Несколько человек, напишите в комментариях, вы даже, может быть, и сейчас быть в отношениях, или даже замужем, или даже каких-то у вас желания уже есть встретить нового человека, но вы все равно возвращаетесь мыслями. Вы вроде уже даже мечтаете, даже смотрите, возможно, у меня расклады «Будущий муж», оставлю ссылочку. Вы смотрите у меня эти расклады, но про мужчину, что ж такое нос чешется? Что вы там сегодня задумывали? Вечеринка у вас какая-то сегодня у Децела дома. Какая-то у вас бурная будет реакция на сегодняшний расклад. Вот, и вы поймете, что, ну, сколько все, ну, как бы все, вот все, вот. Ну что, девочки, действительно, все. С вами была Ева.
Э, Я была рада провести для вас поток. Сегодня был удивительный азан. Я не знаю, вы слышали его, нет. Я узнаю, вот, когда смонтирую, выложу, уже посмотрю. Вот, пишите обязательно в комментариях, что вам срезонировало, что нет, что откликается, какой вариант. Возможно, оба для многих сегодня отыграли. Дайте какую-то обратную связь. Вот прям в комментариях мне будет очень интересно почитать ваши истории. Если вы хотите поподробнее разобраться с вашей личной ситуацией, приходите, пожалуйста, ко мне на консультацию на личную. Я вам все помогу, разберу, мы с вами все сделаем. Пишите мне за этим в Telegram. Также вы можете стать спонсором. Есть кнопочка Join или спонсировать. Я называю это мое пространство канала, да, закрытое. Там у меня будут эксклюзивные материалы, будем обсуждать темы, которые мы делали на раскладах, будут прогнозы, энергопрогнозы, лунные прогнозы, разные будут полезные вещи именно для нашей женской энергии, для нашей жизни, что будет поддерживать вас. То есть это ваша возможность поддержать меня как автора канала, если вам откликаются каналы, а также получать очень полезные, интересные дополнительные материалы от меня. Вот. Ну, а если у вас откликается, если желание отправить мне какой-то донат, все ссылочки у меня есть и в описании канала. Вот. Ну, я с вами прощаюсь, подписывайтесь, если вы хотите увидеться снова. И пусть ваша жизнь будет изобильной, полной, и вы не будете смотреть назад, вы будете смотреть только вперед. Вот эта карта, видите, вот напоследок вам. Еще одна карта вам, что вот если вы сейчас, вот, вы уже, я смотрю, вот вы даже посмотрев этот расклад, вы такие, есть, принято от Вселенной такой, да, спасибо. И вы пойдете жить свою интересную, классную, насыщенную жизнь, чего я вам и желаю. Ну а мы с вами увидимся на новых раскладах. С вами была Ева.